Всем привет! Сегодня мы занимаемся копчением скумбрии. Самый простой рецепт без предварительной засолки. В чем разница без предварительной засолки или с предварительной засолкой? Если вы готовите рыбу, небольшое количество, неважно по количеству, но если вы готовите рыбу, которую вы съедите, скажем, тут же днем, вечером, да, после того, как вы ее приготовили, то предварительную засолку можно не делать. Если вы готовите рыбу сразу с запасом, которую вы сейчас поели, потом, скажем так, через несколько дней еще поели, хорошенько прокоптили, тогда да, тогда я рекомендую делать засолку. Почему? Потому что для чего нужна засолка? Для того, чтобы соль прошла вглубь. Если мы ее едим сейчас, мы можем просто поверхностно ее обработать солью, специями, перцем и подветрить, и тут же уже закоптить и скушать. Когда соль проходит вовнутрь, то это препятствует при засолке, да, в маринаде, то это препятствует, даже не то, что препятствует, это благополучно ведет к длительному хранению. Итак, друзья, что нам, собственно, нужно для самого быстрого копчения рыбы без предварительного маринада? Рыба, собственно говоря, как ее рассчитывать? Если вы берете небольшие кусочки, скажем, вот такие, то, в принципе, это более чем достаточно на взрослого человека, поверьте. Что нам нужно для засолки рыбы? Стандартные три составляющие. Это, прежде всего, соль. Самая главная составляющая – это соль. Это свежемолотый перец, желательно нескольких видов, и приправа. В принципе, любая. Вот специально для вас показал. У меня здесь есть универсальная приправа. Приправа для курицы. Это не принципиально. Потому что приправу мы возьмем немного. Самый главный ингредиент – это соль и перец. Насыпаем соль, добавляем туда свежемолотый перец. Именно вот этот вид быстрого приготовления рыбы, он ни в коем случае не подойдет ни для мяса, ни для сала, ни для курицы. Потому что в мясо вы так поверхностно не сможете. Есть большая вероятность того, что вы просто можете испортить внутри, скажем так, слегка, скажем так, простым языком, подтухнет. Добавили перчика. Выбираем, в принципе, любую приправу. В приправе у нас уже есть соль. Ничего страшного. Это не помешает. Рыба лишней соли не возьмет в себя. Добавили приправу. Все это перемешали. Дальше, собственно говоря, солим рыбу. Внутри, снаружи, максимально не жалея. После того, вот сейчас я посолил. После этого я положу подветриваться. Потому что самое главное, помимо вот, я говорю, две самые главные вещи. Это соль и подветрить, подвялить, скажем так, слегка. Если у вас будет, скажем вот так вот, мокрая рыба, вы ее положите в коптилку, то просто-напросто копчение через воду не прилипнет к рыбе, не пройдет. А если вы ее, вот, как здесь она уже полежала, слегка, да, еще видно, что влага есть. Если вы ее подсушите буквально 2 часа, то, соответственно, копчение пройдет. Вот, посмотрите, мы уже рыбу посолили, обработали специями. Дальше, следующий этап. Нужно нам подветрить. Есть два варианта. Все зависит от погоды и от обстоятельств, где вы можете это сделать. Первый вариант. Вы можете, если у вас прохладно, скажем так, да, и ветрено, вы можете просто, в принципе, взять вот такую решетку. Вы можете вот просто так положить, вынести на улицу, на теневую сторону, там, где есть сквознячок. И буквально часа за 2 она хорошенько подсохнет. Этого более чем достаточно для того, чтобы начать уже коптить, и у вас получилась прекрасная рыба. Второй вариант. Да, конечно же, можно накрыть марлей, чтобы осы, мухи не садились. Все-таки эстетика должна быть эстетичной. Второй вариант. Вы можете взять бечевку. Для чего используется бечевка? В двух случаях используется. Во-первых, это удобно подвешивать рыбу, когда вы ее бечевкой обвяжете. И второй момент, немаловажный, это делается для того, когда вы ложите рыбу, после копчения ее поднимаете, чтобы она у вас не развалилась.
Все, вот мы подвязали, получается, рыбы. Вот эти вот остатки соли я еще использую перед загрузкой уже в саму коптильню. Можно еще немножко соли добавить. Сейчас наша задача исключительно, чтобы рыба подсохла. Видите, она вот лежала этой стороной тарелки. Она влажная. Буквально 2 часа на хорошо проветриваемом, на сквознячке, на хорошо проветриваемом месте. Этого будет достаточно для того, чтобы сверху подсохло. Итак, рыба у нас подвялилась. При таком количестве рыбы, в принципе, можно не стелить фольгу. Много не будет сечь, тут буквально немножко. Если вы коптите сало, то да, обязательно постелите. Или ребрышки, которые жирком покрыты. Щепа. Использую ольха, фракция 8-13. Мы ее предварительно смочили. Прям не замочили в воде, а смочили, чтобы она была такая вот влажная. И насыпаем щепу сначала. Жироприемник убираем. Насыпаем щепу. Дальше жироприемник. Здесь, в принципе, на 3 рыбы достаточно будет одной решетки. Поставим ее вот так. Вообще ставится выпуклой стороной вверх. Но чтобы повыше было в дымке, скажем так. И уже укладываем рыбу. Рыба у нас подвялилась, видите. Нету ничего мокрого. Все, уложили. И я говорил, дополнительно уже сверху я еще посолю. Жирок выделится, соль это впитается. Дальше уже закрываем и ставим на огонь. Все так и ставим на мангал. Теперь, как только отсюда через выходное отверстие перестанет идти пар, пойдет дым, минут 50 подождем, когда рыба закоптится, и можно будет доставать. Ну что, друзья, вот и все. Наша рыба готова. Очень удобно ее с помощью бечевки доставать. Не смотрите, не пугайтесь, то, что она такая прям темно-коричневая. Это рыба. Если вы хотите золотистый цвет, то используйте марлю. Накрываете марлей, и тогда она будет более золотистая. Но я рыбу никогда не накрываю. Почему? Потому что шкурку легко снять. Я со шкуркой не ем. А вот под шкуркой, смотрите, да, давайте разрежем бечевку. Разрезали, шкурочку снимаем, а там прекрасный золотистый цвет. Вам сейчас надрежу, чтобы вы посмотрели. Прекрасная приготовленная рыбка. Со шкуркой я не знаю людей, которые едят рыбу со шкуркой, но если вы такой прям едок со шкуркой, можете, вот шкурка аккуратно снимается. Если вы такой едок прям со шкуркой, ну тогда используйте марлю, у вас будет более такой золотистый цвет. Вот это самый простой способ горячего копчения рыбы, небольшой рыбы, типа скумбрии, меньше. Именно самый быстрый способ для начинающих, идеально. Да, выехали на природу, тут же посолили, почистили, посолили, поставили обветриваться буквально 2-2,5 часа, ну, можно и 3 часа. Чем суше будет рыба, тем быстрее она впитает в себя весь смак вот этого копчения. Все, друзья, приятного вам аппетита, с вас подписка, лайк, смотрите другие рецепты по приготовлению других блюд. Всего хорошего.